Здравствуйте, мои дорогие рукодельницы! Я рада вас вновь видеть на своем канале. Сегодня мы с вами будем вязать очень красивый, необычный бабушкин квадрат. Мне кажется, такого я еще не видела. Я нашла схему в интернете, немножечко ее переделала и получила интересный, красивый вариант, который подойдет как для пледов, для кардиганов, ну, собственно, для многих вещей. Для вязания буду использовать два цвета пряжи и крючок, который подходит к размеру моей пряжи. У меня это 3,5. Начинаем вязание нашего квадрата точно так же, как любой бабушкин квадрат. То есть делаем кольцо амигуруми. Между двумя ниточками заводим крючок, захватываем петлю, снимаем с пальчиков и провязываем 3 воздушные петли, которые служат нам первым столбиком с накидом. Теперь сюда же в колечко вяжем второй столбик с накидом, сюда же в колечко третий. Две воздушные. И опять в колечко провязываем связку из 3 столбиков с накидом. Провязываем первый столбик, второй и третий. Две воздушные. Провязываем еще 3 столбика с накидом. Две воздушные. И провязываем еще 3 столбика с накидом в колечко. Затягиваем наше колечко хорошенько. У нас получилось 4 связки по 3 столбика с накидом в каждой. И нам нужно завершить ряд, провязывая 2 воздушные петли. И находим с вами второй столбик, не вершинку перо, а второй столбик. И под 2 стеночки петли соединительной присоединяемся. Теперь переходим соединительной в следующий столбик. И нам нужно соединительной перейти вот сюда, вот в эту арочку. То есть белую нитку мы будем обвязывать вот так вот эту. И берем новый цвет. Вот таким образом протянули. Белая нить у нас идет здесь. Мы ее как бы обвязываем и провязываем 3 воздушные петли, которые служат нам первым столбиком с накидом. Теперь в уголок сюда же вяжем второй столбик с накидом. И сюда же третий. Две воздушные. И сюда же в уголок вяжем еще 3 столбика с накидом. Если вы вязали бабушкин квадрат, то вы понимаете, что это тот же самый принцип. Так, все, провязали. Теперь вот эту белую нить, которую мы вязали, мы ее оставляем, мы ее не будем дальше в этом ряду пока обвязывать. Вот она у нас здесь, с этой стороны остается. И мы переходим к вязанию следующего угла. И его мы должны провязать точно так же, как этот. То есть вяжем 3 столбика с накидом. Две воздушные. И сюда же 3 столбика с накидом. И по такому принципу, как мы провязали 2 этих угла, мы провязываем еще 2. Дошли мы с вами до конца ряда и вновь во второй столбик под 2 стеночки петли соединительной присоединяемся. Теперь в следующую петлю переходим соединительной. И в следующую арочку, вот в этот уголок точнее, мы заводим крючок. Желтая нить у нас идет сюда, и мы берем нашу вот эту вот беленькую ниточку, которую мы вязали в прошлом ряду, точнее в первом ряду, и вытягиваем сюда белую нить. Желтая нитка идет вдоль. И провязываем с вами 3 воздушные петли.
которые нам служат первым столбиком с накидом. Дальше вяжем второй столбик с накидом в уголок и третий столбик с накидом. Желтая нитка обвязывается, это важно. Теперь 2 воздушные петли и опять в уголок вяжем 3 столбика с накидом. Первый столбик, второй, третий. Да, вот, на третьем столбике не довязываем последние 2 петли до конца. И здесь меняем цвет. Вот, берем нашу желтую ниточку и через 2 последние петли в третьем столбике провязываем желтым цветом. Теперь смотрите, белую нить ведем вдоль и вяжем сейчас желтой ниткой в промежуток вот сюда 3 столбика с накидом. Первый столбик, второй, а третий точно так же не довязываем до конца и меняем цвет. Протягиваем белую ниточку, желтую ведем вдоль. И теперь вновь в уголок вяжем 3 столбика белых. Дальше 2 воздушные. И сюда же в уголок 3 белых столбика еще раз провязываем. И третий столбик не довязываем до конца и меняем здесь цвет на желтый. Вновь белую нить ведем вдоль и теперь будем вязать точно так же, как эту сторону. Вяжем в промежуток 3 желтых столбика с накидом. Первый, второй, третий. Третий не довязываем до конца и меняем цвет. И теперь опять желтую ниточку ведем вдоль, а в уголок провязываем 3 столбика белым цветом. Дальше 2 воздушные. И сюда же опять 3 белых столбика. И третий столбик мы не довязываем и меняем цвет на желтый. Все. И вот по такому принципу, вот так вот, меняя цвета, мы должны с вами провязать еще оставшиеся 2 стороны. То есть посерединке вот сюда между уголками у нас будет желтый цвет, а в сами уголки мы вяжем белым цветом. Итак, вот что получилось. Наш последний третий желтый столбик. Мы меняем цвет на белую ниточку и присоединяемся во второй столбик в вершинку под 2 стеночки петли, захватывая желтую нить вот так вот, чтобы она была наверху. Вот таким образом соединительной. В следующую петлю переходим также соединительной и в уголок соединительной. Ниточка желтая у нас здесь, то есть мы сейчас ее привяжем, грубо говоря, провязываем 3 воздушные петли, все, желтая нить у нас зафиксирована. И теперь это первый наш столбик в уголок, вяжем второй столбик с накидом, третий, дальше 2 воздушные, в уголок сюда же 3 столбика с накидом, первый, второй, третий не довязываем до конца и меняем цвет. Белую нить ведем вдоль, и теперь в 2 вот этих вот промежутка между углами мы провязываем желтым цветом. Вяжем 3 столбика желтым цветом в первый промежуток, первый столбик, второй, третий,
И теперь в следующий промежуток точно так же вяжем желтым цветом 3 столбика с накидом, и последний столбик не довязываем, так как будем там менять цвет. Так, не довязываем, меняем ниточку. И теперь в уголок вяжем точно так же, как вязали здесь. Провязываем 3 белых столбика. Дальше 2 воздушные. И сюда же в уголок 3 белых столбика. Третий не довязываем, потому что будем менять цвет. Не довязываем, меняем ниточку. И теперь точно так же, как мы с вами провязали эту сторону, нам нужно провязать еще 3. То есть в промежутке вот сюда мы вяжем с вами желтые 3 столбика, а в уголки вяжем, как обычно, 3 белых, 2 воздушные, 3 белых столбика. То есть точно так же, как мы с вами провязали эту сторону. Дошли мы до конца ряда с вами. Вот остались последние 2 петельки, которые я не довязала. И здесь я точно так же, как и в предыдущем ряду, провязываю их белым цветом. И теперь нахожу вершинку второго столбика, желтую ниточку веду вдоль и провязываю соединительную. В следующую петлю также вяжу соединительную и в уголок соединительную. Провязываем 3 воздушные петли. Они нам служат первым столбиком с накидом. Желтая нить у нас зафиксирована теперь. Провязываем в уголок второй столбик с накидом и третий. Дальше 2 воздушные. И теперь опять в уголок вяжем 3 столбика с накидом. Первый, второй, а третий не довязываем до конца. И последние 2 петли провязываем желтым цветом. Белую ниточку тянем вдоль, и в следующее окошко сразу за нашим углом мы провязываем 3 столбика желтым цветом. И последнюю петельку не довязываем до конца, вернее последний столбик. Меняем цвет. И теперь сразу за этим, вот сюда между двумя желтыми, провязываем 3 белых столбика. Первый столбик, второй, третий не довязываем до конца, меняем цвет. И теперь в следующее окошко, в следующий промежуток вот сюда вяжем 3 желтых столбика. Можно, если сильно видно вот эти вот полосочки, ниточки, да, предыдущего ряда, можно вязать под них. Можно вязать просто в окошко. Тут кому как больше нравится. Смотрите, как у вас там идет вязание. И опять-таки третий столбик мы не довязали до конца. Меняем цвет и переходим на уголок. И уголок уже вяжем, как обычно. 3 белых столбика с накидом. 2 воздушные. И сюда же 3 белых столбика с накидом в уголок. И третий столбик мы не довязываем до конца и меняем цвет. И вот по такому принципу, как мы провязали эту сторону, мы вяжем оставшиеся 3. Дошли мы с вами до конца ряда. Вот последние 2 петельки провязываем белым цветом. Опять во второй столбик под 2 стеночки петли переходим соединительный 1, в следующую петельку соединительной 2, переходим соединительной в уголок. Желтую ниточку тянем за собой.
Дальше провязываем 3 воздушные петли, которые служат нам первым столбиком с накидом. И в уголок вяжем второй столбик с накидом, третий. Дальше 2 воздушные. И теперь сюда же вяжем 3 столбика с накидом. Первый, второй, третий не довязываем до конца. И провязываем последние 2 петли другим цветом. В следующую петельку, вернее в следующее окошко вот сюда вяжем 3 желтых столбика, но не довязываем третий до конца. Первый столбик провязали, второй, третий, и теперь меняем ниточку. И следующие 2 окошка вяжем белым цветом, провязываем в первое окошко 3 столбика с накидом, и во второе окошко также 3 столбика с накидом, но здесь уже третий не довязываем до конца, а меняем цвет на желтый. И теперь в следующее окошко перед нашим углом мы провязываем 3 желтых столбика, последний из которых не довязываем до конца. Теперь меняем цвет и уголок вяжем как обычно. 3 столбика белым цветом, 2 воздушные, и теперь еще 3 столбика белым цветом, и последний столбик не довязываем до конца. И меняем цвет. И по вот такому принципу мы должны с вами провязать оставшиеся 3 стороны. То есть точно так же, как здесь. Дошли до конца ряда, опять провязываем последние 2 петельки белым цветом. Соединительной присоединяемся в вершинку второго столбика. Соединительно переходим в следующую петлю и в уголок. 3 воздушные служат нам первым столбиком с накидом. И теперь у нас угол провязывается как обычно. Вяжем второй столбик с накидом, третий, 2 воздушные, и теперь сюда же в уголок 3 столбика с накидом. Первый, второй, третий. Теперь в следующее окошко вяжем белым цветом, провязываем 3 столбика с накидом. Первый столбик, второй, третий не довязываем до конца и провязываем последние 2 петли желтым цветом. Теперь вот в это окошко вяжем 3 желтых столбика. Первый столбик, второй, третий не до конца, меняем цвет. Вот сюда в окошко вяжем 3 белых столбика. Первый столбик, второй, третий. Третий провязали не до конца и меняем цвет. В следующее окошко вяжем 3 желтых столбика. Первый столбик, второй, третий не до конца, меняем цвет. И в следующее окошко вяжем 3 белых столбика. Первый столбик, второй, третий. Вот что у нас получается.
И теперь в уголок вяжем 3 столбика с накидом белым цветом. 2 воздушные и 3 столбика с накидом. Все. И теперь повторяем точно так же, как вязали эту сторону, провязываем оставшиеся 3. Дошли мы с вами до конца ряда. Здесь провязали полностью последний столбик. Желтую ниточку ведем вверх во второй столбик. Соединительный, присоединяемся, переходим соединительный в следующую петлю и следующую. Набираем 3 воздушные петли и теперь провязываем уголок так, как обычно вязали. Это наш первый столбик, провязываем сюда еще 2, дальше 2 воздушные и еще 3 столбика с накидом вот сюда в уголок. То есть точно так же, как мы всегда с вами начинали. Провязали уголок, теперь под следующую вот эту нашу арочку провязываем 3 белых столбика. И под следующую арочку также вяжем 3 белых столбика. И третий столбик здесь мы не довязываем до конца. Меняем цвет. Теперь вяжем здесь и здесь по 3 желтых столбика. И сюда тоже 3 желтых столбика. И последний столбик не довязываем до конца. Меняем цвет. И теперь вяжем 3 белых столбика, 3 белых и уголок. Вот так вот. И по такому принципу, как эту сторону мы с вами сейчас провязали, мы вяжем оставшиеся 3. Дошли мы с вами до конца ряда и теперь вновь протягиваем соединительную во вторую петлю, желтую ниточку ведем за собой, соединительная 1, в следующую петельку соединительная и в уголок соединительная. Опять набираем 3 воздушные петли, которые служат нам первым столбиком с накидом, и провязываем уголок точно так же, как делали в предыдущих рядах. Теперь нам нужно провязать 1, 2, 3, 3 вот этих вот окошка. 1, 2, 3. Вот эти вот белым цветом. То есть точно так же, как мы с вами вязали все предыдущие ряды, то есть по 3 столбика с накидом мы вяжем в каждое окошечко. Я думаю, то, что здесь сильно останавливаться на этом уже не имеет смысла, потому что мы уже с вами так делали. То есть мы вот сейчас провязали одно окошко 3 столбиками, дальше вяжем второе и третье. На третьем окошке меняем цвет на последнем столбике и провязываем 3 желтых столбика вот сюда, в следующее окошко. И в третьем столбике будем не довязывать 2 петельки последние до конца и меняем цвет. Все, теперь провязываем опять первое, второе, третье окошко по 3 столбика с накидом белым цветом и уголок, как обычно. Итак, вот мы с вами провязали, и вот так вот выглядит эта сторона. Таким образом мы провязываем с вами оставшиеся 3. То есть у нас везде идет белый цвет, кроме как вот одного окошечка, там, где у нас вот посерединке между 2 желтыми мы должны провязать также одно желтое окошко. Вот как сейчас у нас выглядит эта сторона, провязываем еще 3. Все, довязали мы с вами до конца ряда, присоединяемся в вершинку второго столбика,
соединительной переходим в следующую петлю, соединительной переходим в уголок и следующий ряд просто вяжем белым цветом. То есть точно так же, как вязали предыдущие, углы вяжем 3 столбика, 2 воздушные 3 столбика, и потом в каждый вот этот промежуток вяжем по 3 столбика с накидом, не меняя цвет, ничего, просто провязываем по кругу белым цветом. Все, вот здесь вот я присоединилась соединительной, провязываем одну воздушную и все. И у нас получился завершенный вот такой вот красивый мотив. Представьте, какой классный будет плед, если навязать много мотивов, допустим, белый основной цвет, а сами вот эти вот рисуночки, к примеру, желтый, красный, зеленый и так далее. На этом мой мастер-класс подошел к концу. Если он вам понравился и был полезен, тогда ставьте лайк, подписывайтесь на канал. А я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока.